Мы можем слушать, но нам всегда страшно услышать. Услышать значит окунуться в реальность. Яков бен Бирсави. Охота за силой. Управляем ли мы полностью своей жизнью? Определенно нет. Мы не знаем своих глубинных возможностей. Можем ли мы исправить текущее положение дел? Безусловно. Но каким же образом? С помощью увеличения осознанности и уровня внимания в жизни. Карлос Кастанеда, писатель и маг, приоткрывший для современного общества двери в тайны учения древнего индейского народа тольтеков и оставивший в наследство потомкам трехступенчатую технику постоянного осознавания, называемую магическим вниманием. Практикующий эту технику человек способен раскрыть свой внутренний потенциал и начать жить в полном сознании и согласно своему предназначению. Практика осознавания не была раскрыта Карлосом Кастанедой широкой публике через книги, но была продемонстрирована им во время закрытого 10-дневного семинара для студентов-антропологов в Йельском университете. Эта техника раскрытия внимания и восприятия мира состоит из 3 ступеней: внимание к собственному состоянию, осознавание действия и осознавание слушания. Прежде всего, необходимо акцентировать внимание на существенной разнице в понимании терминов осознание и осознавание. По словам Кастанеды, первое является законченным актом, осознавание же – это перманентная практика, совершаемая здесь и сейчас. Итак, не будем терять больше ни минуты и приступим к описанию техники магического внимания. Первая ступень – внимание к своему состоянию. Суть выполнения этой ступени заключается в том, что вы на мгновение прислушиваетесь к своему телесному, эмоциональному и умственному состоянию и подробно описываете их. Необходимо подробно и, главное, честно описать все, что вы чувствуете в данный момент, стараясь прислушиваться к любой незначительной детали в 3 состояниях или к их малейшим изменениям. Для этого сосредоточьтесь и будьте здесь и сейчас, не вовлекаясь в посторонние мысли и не испытывая каких-либо эмоциональных всплесков. Кастанеда говорил, что если во время выполнения этой ступени вы чувствуете эмоциональные колебания или ярко выраженные ощущения, практику немедленно стоит прервать. Это означает, что либо ваша сила находится слишком близко к вам, и вы рискуете быть ей захваченными, что не свойственно нашему обычному повседневному состоянию, либо ощущаемое вами является враньем или галлюцинацией. В сути, вы не должны испытывать нечто необычное или необъяснимое, а лишь с вниманием и аккуратностью следить за телесным, эмоциональным и умственным состояниями. Любой эмоциональный всплеск и нестабильность – это стресс для нервной системы и дополнительная затрата сил и энергии, чтобы вывести сознание из подобного состояния и вернуть его к равновесию и спокойствию. Оккультист и философ 20 века Мэнли Палмер Холл утверждал, что сила и энергия, затрачиваемые человеком на повседневную жизнь, задействуются им и в духовном познании. Из этого следует, что чем меньше человек испытывает стрессов и экстремальных эмоциональных состояний в повседневной жизни, тем больше внутренний ресурс он может задействовать в познании своей внутренней природы и истинного «Я». Даосский монах является прекрасным воплощением философии, благодаря которой прежде всего сохраняется максимальное количество энергии в обычной жизни, чтобы задействовать ее в последующем на пути к просветлению. Достигается подобное путем воздержанного образа жизни и отказа от всего, что не было бы абсолютно необходимым. Так даосские монахи сохраняют отличное здоровье даже в пожилые годы и умирают естественным образом в глубоко преклонном возрасте. Краеугольным камнем в таком подходе является не развитие дополнительных возможностей, а устранение любых помех и преград, истощающих человека и снижающих его чувствительность и способность познавать свое истинное «Я». Именно поэтому эмоциональные всплески являются показателем неподготовленного состояния практикующего практику магического внимания. Приступающий к технике осознавания, раскрытой Карлосом Кастанедой на закрытом семинаре, должен в первую очередь стабилизировать свои физическое, эмоциональное и умственное состояние путем разумного отношения к собственной внутренней силе и энергии. Сохранение личной силы и энергии опирается в первую очередь на порядок в обычной жизни, который может быть представлен 3 основными законами. Первый. Закон порядка тела, заключающегося в правильном питании и исключении любых пищевых ядов, включая алкоголь, никотин и другие наркотические вещества из рациона потребления. В дополнение к этому, стремящийся к порядку в жизни практикующий должен культивировать в себе любовь к физической культуре и активному образу жизни. Второе.
закон порядка мыслей, основывающийся на академическом образовании и самообразовании, расширении кругозора и критическом отношении к идеям, поступающим в сознание практикующего, а также на критическом отношении к собственному окружению. Люди вокруг должны вас вдохновлять, а не угнетать. Третье. Закон 3 утверждений. Нахожусь не там, делаю не то, потакаю пороку. Если хотя бы одно из 3 утверждений верно в данное мгновение и при данных обстоятельствах, то практикующему рекомендуется пересмотреть свое отношение к правильному использованию внутреннего ресурса. Вторая ступень техники магического внимания – осознавание действия. Чтобы приступить к выполнению второй ступени практики, необходимо понять смысл очень важного определения, введенного Карлосом Кастанедой – алертность. Качество пребывания в полном внимании к собственным внутренним изменениям и к изменениям окружающего мира называется алертностью. Алертность – это постоянная готовность к действию. При этом алертность не является напряжением, а может быть сравнима, к примеру, с плавностью движений тигра. Тигр не напряжен, но в любой момент готов совершить прыжок, чтобы одним четким и верным движением нанести судьбоносный удар. Алертность, в сути, есть тотальное внимание к вещам мира, чтобы с ясностью и четкостью увидеть, что все вещи в мире связаны между собой. С этим видением приходит умение сопоставления. Когда человек умеет сопоставлять, он влияет на ход событий, а значит, выигрывает битву за собственную свободу. Осознавание действия заключается в нужном настрое на любое действие в жизни, наполняющем его смыслом и силой. По словам Кастанеды, любое действие человека – это магический акт, который должен выполняться в состоянии полного осознания, а именно телесное состояние, готовность к действию, душевно-эмоциональное состояние, спокойствие, смешанное с тихой радостью, умственное состояние открытого потока, когда мысль извлекается из глубин памяти без всякого усилия. Здесь стоит сказать пару слов об ощущении тихой радости. Согласно учению тольтеков, тихая и спокойная радость, в отличие от инфантильности и эмоционального экстаза, это естественное состояние человека, идущего своим путем. Учитель Кастанеды, индейец из племени Яки Дон Хуан, говорил, что человека окружают миллионы путей, и все они ведут в никуда. Но только у одного из них есть сердце. Именно его и должен выбрать человек. Радость, согласно славянской буквице, состоит из 2 слов «ра», что означает чистый свет, и «дость», что означает достаток. Древние философские системы, включая нагвализм, к которому принадлежит Карлос Кастанеда, утверждают, что наша Земля является живым существом, которое так же как и человек проходит свой путь духовной эволюции. Так же как и у человека, у Земли есть духовное сердце, которое в тайных учениях египтян именовалось Ра. Ощущение спокойной и глубокой радости означает, что человек имеет достаток чистого духовного света в своем духовном сердце, струящийся потоком из духовного сердца Земли. Ощущение тихой и глубокой радости является свидетельством того, что человек выбрал путь сердца и чувствует пульс Земли, пребывая с ней в духовной связи, как с духовным существом. Ощущение тихой и глубокой радости – это тот единственный камертон, который свидетельствует о том, что вы все делаете правильно и движетесь путем своего предназначения. Согласно восточным философским системам, настоящая радость – это следствие искренности и стремления практика воссоединиться и осознать себя частью общей человеческой семьи, разделяя с ней ее эволюционный путь и работая постоянно на ее благо. Без подобных устремлений человеку не достичь истинной филантропии и просветления. Следующая ступень практики магического внимания – осознавание слушания. Согласно Карлосу Кастанеде, человек не умеет слушать, он лишь слышит и распознает звуки и слушает всегда поверхностно. Кастанеда рассказал, что причина поверхностного внимания – это страх. Учение тольтеков утверждает, что у человека есть 3 вида внимания – тональ, нагваль и 3-е внимание. Друзья, если вы хотите, чтобы мы более подробно разобрали вопрос 3 вниманий, о которых писал Карлос Кастанеда в своих книгах, напишите об этом в комментариях. Если коротко, то тональ или первое внимание – это сознание повседневности, в котором взрослый человек пребывает в часы своего бодрствования. Нагваль или второе внимание – это скрытое тоналем сознание человека, которое способно задействовать все скрытые внутренние ресурсы, доступные ему как человеческому существу. По словам Дона Хуана, со временем взросления тональ приспособился к нагвалю. Он не замечает его и делает вид, будто его нет. Другими словами, в течение обычной жизни человек практически никогда не обращается к своим внутренним силам и резервам, как магического существа, а задействует лишь тональ, способный поддержать его на плаву в повседневной жизни.
Кастанеда утверждает, что слушая других, мы слушаем поверхностно и невнимательно из-за страха услышать, что происходит с другими на самом деле, и из-за страха того, что их устами с нами может говорить реальность нашей внутренней сути, реальность Нагваля. Тональ делает все, чтобы его власть в человеческом сознании была доминирующей, поэтому он всеми возможными путями старается отгородить человека от Нагваля. Услышать собеседника по-настоящему – это значит услышать его реальность, впустить его в наш мир и позволить ему там остаться. Истинное слушание – это соприкосновение с Нагвалем. Одна возможность такого приводит в ужас Тональ. Здесь скрывается еще одна интересная деталь. Восточная философия говорит, что служение другим и работа на общечеловеческое благо – это высшая цель человека, идущего по духовному пути эволюции. Подобное невозможно без осознавания слушания другого и принятия его боли как своей собственной. Чтобы достичь этого, некоторые религиозные течения учат состраданию. В противовес этому, осознанное слушание работает с сочувствием, где выполняющий практику осознанного слушания человек на уровне чувств познает реальность, которая соприкасается с ним через слова и боль его собеседника. Сострадание – это совместное страдание, которое является теологической категорией Тоналя, выдаваемая за инструмент познания мира, мнимого в нем раскрытия и ведущий человека в никуда. Сочувствие же – это диалог сердец посредством чувств, диалог Нагваля, задействующий глубинную внутреннюю суть человека. Практика магического внимания пробуждает в человеке глубинные чувства, потому как Нагваль ощущается лишь чувствами человека, в противовес эмоциональным всплескам, имеющим дело с Тоналем. Поэтому третья ступень техники магического внимания через осознавание слушания задействует человеческую интуицию, которая оперирует категориями неизвестного. Другим сложным элементом осознавания слушания является внимание к собственному голосу. Невнимательность к голосу собственного «я» – это залог несчастливой жизни. Кастанеда говорил, что человек не умеет проигрывать, сталкиваясь с обстоятельствами в жизни. Вместо этого человек сразу сдается в плен. Осознавая свой внутренний голос, мы способны познать свою истинную суть и всегда оставаться победителями, следуя путем, у которого есть сердце. Показатель того, что вы способны практиковать осознавание слушания, является вдохновение и позывы к созиданию и творчеству на благо всего человечества. Практика магического внимания является доступной техникой повышения внимания в жизни и раскрытия внутренних скрытых резервов. Эта техника основывается в первую очередь на трезвом подходе к жизни, далее на воздержанности и нерасточительстве, и наконец на ясности и спокойствии. Техника магического внимания – это последовательная практика, состоящая из внимания к собственному состоянию, осознавания действия и осознавания слушания. Магическое внимание, раскрытое Карлосом Кастанедой, свидетельствует о том, что творчество Кастанеды является приоткрытыми вратами в понимание, философию и мудрость веков, наполненную жизнью, а не учение, основанное на эффекте галлюциногенных растений, как полагают многие. Практика осознавания – это золотой ключ к постижению своей истинной сути, оставленный нам в наследство от мудрых мира сего.